Всем привет! Да, так себе выдался апрель. В этом выпуске мы поговорим о том, что не стоит делать с моноколесом, так сказать, на берегу. Итак, 5 основных ошибок технического обслуживания моноколеса. Поехали! Ту-дун-дун-дун! Для начала я оговорюсь, что данные ошибки я выбрал, исходя из личного опыта. Основные критерии их выбора – наносимый вред колесу и неочевидность. Так что ошибок типа не заряжать 84-вольтовое колесо 100-вольтовой зарядкой или не погружать колесо без специальной гидроизоляции под воду в этом списке не будет. Итак, 5 ошибок, которые не стоит совершать при обслуживании моноколеса. Ошибка первая – не следить за моноколесом или пренебрегать техобслуживанием. Если есть видимые эффекты и отклонения от нормы, то стоит как можно скорее провести диагностику. Например, если аккумулятор не заряжается полностью, то это может означать не только неисправность блока питания, но и разбалансировку, которая со временем может привести к выходу аккумулятора из строя. Даже если колесо выглядит технически исправным, никаких дефектов не имеет и вроде бы ездит нормально, провести техническое обслуживание все же необходимо. Хотя бы потому, что даже если колесо не падает, то оно подвергается тряске, что может приводить к внутренним дефектам и сколам, и к откручивающимся винтикам и гайкам. Подробнее про техобслуживание можно посмотреть по ссылке в верхнем правом углу экрана или в описании. Вторая ошибка – мыть колесо под высоким давлением. Вообще говоря, если не сделана серьезная гидроизоляция, то и под краном душем-то мыть колесо не стоит. Тут рекомендуется просто протереть колесо влажной тряпкой. На момент выхода ролика ни на одну из существующих заводских гидроизоляций моноколес я бы полагаться не стал. Ошибка номер 3. Полностью разряжать аккумулятор. Казалось бы, разрядить аккумулятор до абсолютного нуля на моноколесе задача непростая. Для этого вам придется доездить до окончательного подъема педалей и еще потом, не заряжая, оставить колесо на длительный срок. Тут важно понимать, что весьма вероятно итогом такой халатности будет вынужденная покупка нового аккумулятора, который в современных устройствах стоит достаточно дорого. Кроме того, нужно учитывать, что пока еще умная система балансировки аккумулятора – редкость на моноколесах. Так что, если индикация показывает, например, 20% заряда, то вполне возможно, что часть элементов имеет 30%, а часть 10%, что уже критично. Падение напряжения на любом элементе ниже отметки в 2,5 вольта, вероятнее всего, пагубно скажется на аккумуляторе в целом. Четвертая ошибка. Класть колесо на бок после эксплуатации в дождь или снег. Дело в том, что в этом случае вода начинает просачиваться в подшипник. И если это случится, то в лучшем случае удастся отделаться заменой подшипника. В худшем вода просочится в мотор-колесо, и последствия будут куда более пагубными. Так, после мойки, дождя, снега и даже если вы всего лишь пересекли небольшую лужицу, найдите возможность поставить колесо вертикально. Кстати, я уже выпустил один ролик о том, как сделать удобную подставку, ссылочка в описании, и скоро выйдет еще один с вариантами попроще. Ну и последняя, пятая ошибка. Оставлять моноколесо без проверки на долгое время. В общем-то, тут просто надо знать, что в аккумуляторе, даже на выключенном устройстве, идут химические реакции, и это нормально. Именно это помогает ему оставаться в форме. Кроме того, многие устройства имеют небольшие утечки по току. Следствием всего этого является то, что аккумулятор каждый месяц теряет часть заряда. А к чему приводит полностью севший аккумулятор, мы обсудили пару пунктов назад. Поэтому не оставляйте ваш агрегат надолго без внимания. Более подробно можно посмотреть выпуски про обслуживание аккумуляторной батареи моноколеса. Если ссылки в правом углу сейчас не появилась, то вы без труда найдете ее в описании. Обязательно посмотрите. Конечно же, это далеко не все советы, которые можно дать по обращению с моноколесом. Я уверен, что многие из вас найдут, что дополнить в комментариях, так что не поленитесь, почитайте комментарии или напишите что-то от себя, что бы вы хотели дополнить. Ну а следующий выпуск обещает быть более насыщенным, ведь я расскажу 10 советов того, как нужно правильно эксплуатировать моноколесо и какие фатальные ошибки при этом можно сделать. С вами был Анатолий, канал Чертово Колесо. Будьте здоровы и счастливы, и до скорых встреч!